Компания Mercedes-Benz представила седан и универсал C-класс нового поколения, который получил индекс W206. C-шка стала заметно крупнее предшественника, а также обзавелась рядом современных электронных систем, которые ранее дебютировали на новом флагманском седане S-класс. Кстати, про него я уже делал отдельное видео. Также новый C-класс получил гибридные двигатели, полноуправляемое шасси и салон, как у S-класса. Но это далеко не все обновки. Сегодня вы узнаете все подробности о главной автомобильной премьере февраля. C-класс является самым популярным Мерседесом на рынке. С момента премьеры в 2014 году четвертого поколения C-шки было продано 2,5 миллиона экземпляров. Больше всего автомобилей покупают в Китае, США, Германии и Великобритании. Новинку разрабатывали по тем же лекалам, что и свежий S-класс. C-шка использует ту же новую модульную платформу MRA-2, но доля алюминия в конструкции у нее гораздо ниже. Спереди классическая двухрычажная подвеска, сзади многорычажка. За доплату доступны адаптивные амортизаторы или спортивное шасси, а пневмоподвеска больше предлагаться не будет. Она осталась только на задней оси и только у подзаряжаемых гибридов. Машина стала заметно крупнее. Седан на 65 мм длиннее предшественника – это почти как у E-класса серии W124, на 10 мм шире и на 9 ниже. Колесная база подросла на 25 мм. За счет изменений в салоне стало немного просторнее. На 22 мм на уровне локтей спереди и 15 мм сзади. Увеличилось пространство и над головой на 13 мм, а в коленях задних пассажиров на 35 мм. По габаритам универсал тоже превзошел предшественника, кроме высоты. Тут он потерял 7 мм. Но на 30 мм нарастил объем багажника – 490-1510 литров, в зависимости от расположения спинки заднего дивана. Что касается внешности, то пропорции подчеркивают классическую компоновку с сдвинутым ближе к корме лобовым стеклом и салоном. А с флагманским S-класс новый компактный седан роднит рельефный капот с двумя ярко выраженными горбами, задние фонари с дополнительными секциями на крышке багажника, а также форма головной оптики с новыми фарами Digital Light, которые получили 1 300 000 микрозеркал в каждом блоке и голографические линзы, вращающиеся со скоростью до 2000 оборотов в минуту. Они умеют менять форму ярко-светового пучка, учитывать наклон дороги, проецировать предупреждающие символы и вспомогательную разметку, а также подсвечивать пешеходов в темное время суток. Но такая продвинутая светотехника предлагается как опция, а в базе у C-класса адаптивные светодиодные фары. Кстати, у новой C-шки отличный коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,24 у седана и 0,27 у универсала. В салоне нового C-класса также прослеживается сходство с флагманом, как будто это S-класс в миниатюре. Но все же у них есть отличительные особенности. Например, место прямоугольных дефлекторов вентиляции заняли скругленные, формы, напоминающие авиационные двигатели. Седану и универсалу C-класс достался информационно-развлекательный комплекс MBUX второго поколения с цифрово-приборной панелью диагональю 10,25 или 12,3 дюйма, а также центральный сенсорный дисплей, доступный в модификации на 9,5 и 11,9 дюйма. Количество аналоговых кнопок и физических переключателей сведено к минимуму. Система MBUX второго поколения умеет все то же самое, что и в новом S-класс. Поддерживает функцию голосового управления, которая имеет возможность самообучения и распознает живые команды.
подключается к умному дому и стриминговым сервисам, обновляется по воздуху, а также накладывает на видео с фронтальной камеры вспомогательную информацию о маршруте, номера домов или навигационные указатели. Еще для разблокировки предусмотрен отдельный сканер отпечатка пальца, встроенный в рамку под центральным дисплеем. Контурная подсветка на оптических светодиодах входит в стандартное оснащение. За доплату можно заказать 4-зонный климат-контроль и мультиконтурное переднее кресло с вибромассажером, в спинке которых встроено по 8 отдельных пневмокамер. Вариантов отделки несколько, в том числе новая интерпретация шпона с матовым лаком, искусно украшенная декоративными вставками из алюминия. Подголовники сидений имеют принципиально иную конструкцию и теперь крепятся к спинкам с помощью специального элемента, внутри которого спрятан механизм регулировки. Что касаемо техники, то C-класс впервые получил полноуправляемые шасси, которое будет доступно опционально. Задние колеса новинки могут поворачиваться на угол до 2,5 градуса, тогда как у S-ки они поворачиваются на 10 градусов. На скорости до 60 км в час они отклоняются в сторону, противоположную направлению передних колес, улучшая маневренность. А при более высокой скорости они поворачивают в сторону передних колес, повышая устойчивость. С полноуправляемым шасси устанавливается и другая рулевая рейка. В моторной линейке седана и универсала любителей V6 ждет разочарование. Под капотом будут только 4-цилиндровые двигатели. Mercedes отказался от моторов V6. Гамма включает 3 бензиновые и 2 дизельные модификации. Бензиновая версия оснащается турбомоторами М254. Это C180 1,5 литра 170 лошадиных сил, C200 1,5 литра 204 лошадиные силы и C300 2 литра 258 лошадиных сил. Дизельные 2-литровые моторы ОМ654 получили 2 турбокомпрессора с изменяемой геометрией, впрыск под давлением 2700 бар было 2500 и стальные поршни с заполненным натрием охлаждающим каналом. На старте продаж будет доступно 2 версии – C200D 200 лошадиных сил и C300D 265 лошадиных сил. Все версии оснащаются 9-ступенчатым автоматом 9G-Tronic. Полный привод Fomatic пока предложен за доплату только для бензиновых версий C200 и C300. Самый мощный дизельный вариант может разогнаться до 100 км в час за 5,7 секунды. 2-литровый бензиновый М254 с EQ-Boost – новинка. Этот агрегат умеет рекуперировать энергию торможения и отключаться при движении накатом. Сюда же добавилось покрытие цилиндров NanoSlide, система нейтрализации выхлопных газов, расположенная непосредственно на двигателе, и новый сегментный турбокомпрессор. Дальнейшее развитие технологии двухпоточного наддува Twin Scroll. Он разработан при участии команды Mercedes-AMG и эффективнее использует импульсный наддув, кратковременно повышая отдачу на 27 лошадиных сил. Что касается полноценных подзаряжаемых гибридов C300i и C300D бензиновый и дизельный, то они получили новую тяговую батарею емкостью 25,5 кВт-часов против 13,5 кВт-часов у прежней модели. С ней пробег в электрорежиме на одной зарядке составляет 100 км. При этом электромотор с отдачей в 129 лошадиных сил и 440 Нм позволит разогнаться на чистой электротяге до 140 км в час. В России же на старте продаж предложат 2 версии – C180 с задним приводом и C204M с полным приводом. При этом форсировка моторов будет отличаться от европейской в угоду транспортному налогу. Новый Mercedes C-класс будут продавать только в кузове седан. Поставлять универсалу на наш рынок не планируют. В Европе Mercedes начнет принимать заказы на новые седаны универсала C-класс в конце марта, а сами автомобили появятся в шоурумах немецкой марки в середине лета нынешнего года. Цены на новинку объявят ближе к старту продаж. Ну а в России заказать новинку можно будет только во втором квартале 2021 года. Как вам новый C-класс? Напишите в комментариях, что вам больше всего понравилось в новом C-классе. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и быть в курсе последних событий автоиндустрии.